Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у нас в программе новые эксперименты. Я буду тестировать новую для себя муку. Откуда взялась вообще эта тема? Недавно в телеграм-канале в моем я провела опрос, какую муку вы бы мне рекомендовали для тестирования из той, которую я никогда не пробовала. И мука Добродея там присутствовала очень часто, очень много раз ее упоминали. Поэтому, когда я недавно увидела в магазине муку Добродея, я купила сразу 2 пачки. На вид они разные, но указан один и тот же ГОСТ, высший сорт муки. На кассе мне ее пробили как одинаковую, но информация на упаковке разная. Это, конечно, вопрос к производителю. Здесь указано с добавлением муки твердой пшеницы. На желтой пачке такого не указано. Но будем проверять и будем смотреть, все-таки одна и та же или разная эта мука. Возвращаясь к телеграм-каналу, чтобы общаться, обмениваться фотографиями, информацией, видео, задавать вопросы, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. И, конечно, не забудьте подписаться на этот канал, если вы видите мое видео впервые. Здесь мы говорим о домашнем хлебе, о хлебопечении на заквасках и не только, в том числе есть и дрожжевые рецепты. Давайте начинать эксперимент. Сегодня я хочу протестировать новую для себя муку. Это Добродея. Удалось мне купить высший сорт. Я бы, конечно, лучше взяла первый, но увидела в продаже высший и решила взять попробовать. Много о ней очень хороших отзывов. Я никогда на ней не пекла. И вот сегодня проведу тестирование. И заодно проведу тестирование своей новой закваски. Здесь у меня Левита Мадре, свежевыведенная, прям новая совершенно. Я беру 145 граммов Левита Мадре, наливаю 330 граммов ледяной воды. Давайте посмотрим на муку. Хорошая белая мука высшего сорта. Написано «Омская макаронная фабрика», белки 12,2, хлебопекарная по высшему сорту, по ГОСТу 2017 года. Дата изготовления у нее... Ну, в общем, ей уже год, этой муке. То есть она уже на пределе срока своей годности, на самом деле. Ну и ничего такого более примечательного тут я про нее не вижу. Кроме того, что ей уже год, а я не посмотрела на срок годности. Ну ладно. 500 граммов муки. Соль добавим позднее. Не забудьте ее приготовить, поставить рядом, иначе можно забыть добавить соль. Замешивать буду в своей кухонной машине в Кенвуде. Замес делаю насадкой крюк. Как обычно, начинаю замес на самой маленькой скорости. Примерно минуты 4-5. Замес 4 минуты. Тесто соединилось. Останавливаю. Пока ничего не понятно про эту муку. Плотное тесто, почти как на пельмени. Вот сейчас я его оставлю под крышкой на 30-40 минут на аутолиз. Прошло 40 минут аутолиза. Тесто эластичное, но довольно плотное. Я хочу добавить еще воды. 30 граммов воды. Сразу же добавляю соль. 10 граммов. Замес на минимальной скорости 4 минуты. 4 минуты замеса завершились. Тесто очень плотное. Нужно снять его с крюка. У него крепкая клейковина, это чувствуется, и она не дает впитаться новой воде. Поэтому нужно оставить сейчас тесто на несколько минут, чтобы клейковина расслабилась и вода вошла. Я еще добавлю воды. Еще 30 граммов. И я оставлю тесто вместе с этой водой постоять. Засекаем 10 минут. Почти вся вода впиталась после паузы. Точно так же включаем на минимальную скорость. Начинаем замес. Как только тесто соберется и станет однородным, замес можно прекращать. Смотрите, в общем и целом тесто собралось. Я решила не доводить его до гладкости в миксере. Я решила сделать это руками. Потому что я тестирую новую муку, я хочу понять, как она себя ведет. А все-таки, когда замешиваешь в машине, не всегда понятно. Сейчас вот тесто какое-то комковатое, не очень непонятное. Оно как будто бы перемес, но я месила короткими отрезками времени. Сейчас сделаем ему круговую обминку, вытягивание в сторону и возврат в центр. Не очень оно гладкое, но я думаю, что я добьюсь
от него чего-то хорошего. Видите, какая поверхность. Она как будто бы сеточка, но почему-то липковатая сеточка. И не такая гладкая, как хотелось бы. Вот руки прилипают. Накрываю крышкой, оставляю на столе. Сейчас у меня 22 градуса на час. Через час смотрим, что получилось. Смачиваю руки. В принципе, хорошее гладкое тесто. Сделаю точно такую же обминку. До следующей обминки на 45 минут я тесто поставлю в холодильник. Через 45 минут достаю тесто. Сделаю подворачивание, хотя оно плотновато для подворачивания. Но, тем не менее, немножко все-таки оно рыхловатое. И такой тип обминки для нежного теста более подходит. Ну, здесь вообще можно вот так потянуть, подвернуть с одной стороны и с другой стороны подвернуть. И оставить еще на 45 минут. Еще через 45 минут повторяем ту же самую операцию с подворачиванием. Тесто хорошо бродит. Смотрите, оно собралось. Стало однородное, эластичное, довольно плотное. Оставляю еще минут на 30-40. Через 40 минут можно делать предформовку. Присыпаю поверхность мукой. Стол также присыпаю мукой и выкладываю. Поделю на две равные части. Все края срезанные заворачиваю внутрь, переворачиваю, прокатываю по столу, подворачивая весь срез вовнутрь, натягиваю поверхность, накрою той же миской, оставлю на 15 минут. Через 15 минут нужно выполнить формовку. Распределяем на столе. Формую батард. Хлеб у меня прошел холодную расстойку 20 часов. Это, кстати, тот, который швом вниз. Легко расправляется, быстро. Поэтому я этот все-таки испеку. 20 часов ему сейчас. А второй я оставлю дольше. Испеку его позднее. Мы посмотрим с вами и сравним результат. Бумага у меня по второму разу используется. Я уже рассказывала. Прекрасно держит форму. Смотрите, какой шар. Делаем надрез. Хорошо, красиво бродит. На разрезе это видно. Печь буду под колпаком своей алюминиевой гусятницы. Выложила хлеб на крышку, накрываю колпаком. Температура 265 на 15 минут в духовку. 15 минут прошло. Давайте проверять. Убавила температуру в духовке до 210. Вот такой вот результат. Никакого раскрытия. Очень утянутый хлеб. Позже расскажу, что это означает. Отправляю его допекаться. Еще 20 минут выпечки. Вот такой результат. Красивые блистеры, красивый цвет. Но видите, какой маленький хлеб и видите, какое маленькое раскрытие. Что это значит, разберем потом. А сейчас пока оставляю остывать. Сейчас буду печь второй хлеб. Он у меня простоял в холодильнике еще сутки. То есть сейчас у него 45 часов расстойки. Глядя на него, я понимаю, что можно его еще подольше подержать, но хочу уже испечь. Этот хлеб у меня лежит швом вверх. От направления шва не зависит количество часов расстойки. Просто мне так захотелось. Один с гладкой корочкой, другой будет с корочкой с мучным налетом. Выкладываю и буду печь по той же самой схеме. Он абсолютно не растекается, не расползается. Духовка у меня разогрета. Надрезаю. Проседает сильно. Сейчас посмотрим, что получится. Так, быстро достаю свою посуду для выпечки. Ох, как сильно он осел. Я думаю, вам заметно. Он прям провалился в центре. Поправляем за бумагу, накрываем и быстренько ставим его в духовку. Давайте разрежем первый хлеб, который я пекла вчера. Он легкий, но у него толстоватая корка, блистеры красивые. Режется довольно жестко. Мякиш плотный. Но мякиш хороший. Плотный, но красивый. Вполне. Давайте попробуем и посмотрим на структуру мякиша. Мякиш плотный, резиноватый. Толстоватая резиноватая корка. Все эти эффекты нам дает сильная мука.
Начинающие пекари часто гонятся за сильной мукой, потом получают такой результат и сильно удивляются. Ну, в принципе, при раскусывании неплохо. Неплохо. Мукорка прям такая тяжелая для разгрызания. Хлеб вкусный, какой-то сливочный привкус. Либо это моя новая закваска его дает, либо это мука. Но вкус мне прям очень нравится. Именно ноты во вкусе. Ждем второй. Прошла уже ночь, хлеб я вчера не показала, было уже поздно снимать, но смотрите, это второй образец, он тоже небольшой, раскрытия у него фактически нет, гребешка нет, при этом хорошие блистеры, которые говорят о качестве брожения. И он очень-очень легкий, то есть он выбродил, но это было, собственно, видно, и когда он начал проседать, это тоже было понятно. Сейчас разрежу и сравним мякиш. Так, давайте сравнивать с первым хлебом. Это был первый, это второй. Во-первых, размер. Первый гораздо меньше, чем второй, хотя по весу они одинаковые. По мякишу. Мякиш похож, но здесь поры более крупные. И вот здесь я уже отрезала более крупные поры внутри. То есть дополнительная расстойка дала чуть больше воздушности. Давайте смотрим на мякиш. Мякиш у этого хлеба резиноватый, это мы уже проверили. Здесь мякиш, ну, самую малость, он резиновый. Прям самую-самую малость. Для любителей резинового хлеба это прям то, что доктор прописал. Корочка. Корочка хрустящая. Чуть плотнее, чем я люблю, но она мягче, чем у этого хлеба. Корочка хрустит приятно, ну, в том случае, если у вас хорошие зубы. Все-таки. Нежной эту корочку назвать нельзя. Ну что, давайте делать выводы. Мука, очевидно, сильная. Это видно и по текстуре хлеба. Когда у нас газ не смог скопиться большими-большими пузырями, все-таки сохранилась мелкопористая структура, несмотря на очень-очень долгую расстойку. Мука сильная. Она будет замечательна в качестве добавки к другим сортам муки. Например, к цельнозерновой муке, самой обыкновенной, любой, которая у вас продается, цельнозерновая пшеничная мука. Берете сильную муку, добавляете примерно 20% от веса муки, 20-30%, и у вас будет замечательный, хороший текстуры хлеб. Можете добавлять эту муку, также примерно 20%, может быть 30%, в муку слабую для усиления, тоже будет очень хорошо. Либо мы проводим операции по смягчению вот этого жесткого мякиша. Смягчают, как известно, у нас высокая влажность, долгое брожение, либо жиры. Жиры это можно добавить в масло, либо в сам хлеб, либо делать сдобу. Я бы все-таки делала сдобу на этой муке. И при хорошей активной закваске вы можете получить потрясающий, крупнопористый, замечательный, например, панеттоне, или великолепные куличи, или любую другую сдобу. Можно также первую стадию брожения, когда в миске бродит тесто еще до формовки, увеличить ее, ну, процентов на 50. То есть дольше сделать брожение, можно сделать его теплее, чтобы у нас смягчилась клейковина. Либо можно повышать влажность теста. Есть определенный предел, я пока его не знаю, потому что это новая для меня мука, но экспериментировать можно. Мой вывод: мука хорошая, мука сильная, но в чистом виде в хлеб я бы ее не использовала. Во-первых, это высший сорт, а на высшем сорте хлеб я не очень люблю. Во-вторых, она будет замечательна в качестве добавок в другие виды теста и хлеба. И замечательно будет для сдобы, потому что она вкусная, ароматная, у нее приятный кремоватый цвет и очень крепкая клейковина. Ну а на этом все, эксперимент завершен. Пишите свои вопросы и комментарии, приходите в Telegram, подписывайтесь на мой канал, на этот обязательно. И будем с вами печь и испечем еще много всего интересного.